где в правилах ИСУ написано о бонусе за то, что ты русский. Американцы хейтят судей за оценки Валиевой. Судьи критикуют за оценки Камилы, а саму россиянку – за слабое болеро. Есть ли обратная сторона мирового рекорда? Камила Валиева выиграла свой первый международный старт сразу с 2 мировыми рекордами. Она проиграла короткую программу из-за срыва на тройном акселе, но зато чистые 3 четверных прыжка в произвольной позволили ей выдать лучшие баллы как в собственной карьере, так и в мировой истории. Казалось бы, выдающееся достижение, которое вызовет в информационном поле восхищение успехами 15-летней россиянки, но нет. По обе стороны океана нашлось немало экспертов, которые недовольны как решениями судей, так и выступлениями самой Камилы. Так, есть ли в критике мирового рекорда Валиевой резон, либо это просто попытка вывести нового лидера из состояния душевного равновесия? Первым возмутился итогами Финляндия Трофи американский журналист Филипп Херш. Вы точно помните его по требованиям запретить все соревнования в России, из-за излишней активности российских фигуристов вне катка, во время вируса и контакты с болельщиками. Теперь Херш отреагировал в своем твиттере на победу Камилы Валиевой на турнире Веспа. Я все еще ищу, где в правилах ИСУ написано о бонусе за то, что ты русский, но, вероятно, нужно пройти трехфакторную идентификацию, чтобы получить доступ к этой информации. Эти фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы за компоненты ИГОЯ, за то, что на их куртках написано «Россия», написал Филипп. Ясное дело, что подобную реакцию вызвали очень высокие оценки чемпионки турнира Камилы Валиевой. Валиева набрала 174,31 за произвольную, из них 102 балла за технику. Подобные цифры с первой же попытки не то что восхищают, а даже пугают. Александре Трусовой заветная сотня за технику далась только со 2-го раза, но с учетом разницы в компонентах результат королевы четверных на Гран-при в Канаде 166,62, Камила превзошла почти на 8 баллов. Об этом пишет и Херш, напоминая о втором рекорде, за лучшую сумму 2 прокатов. Несмотря на завал короткой и падение в произвольной, общая сумма у Камилы также историческая. 249,24, это на 2 балла выше результата Алены Косторной в финале Гран-при сезона 2018-2019. Стоит ли говорить, что с подобными цифрами соперницу в лице Елизаветы Туктамышевой она даже не заметила? Над чем иронизирует Херш? Туктамышева приземляет 2 тройных акселя, но дремлет посередине программы. Старикам нужен отдых. Завершает прокат мощными движениями, добавил он в комментарии к предыдущему посту. Кроме представителя Канады, мнение у судей единогласное. Естественно, переживает Херш не за Туктамышеву и распределение мест внутри российской тройки. Ведь последнее место на пьедестале почета у Алены Косторной. Несмотря на неудачную произвольную, Косторная закрепила за собой 3-ю позицию. Филипп волнуется за представителей США, Карен Чен и Эмбер Гленн. Они заняли 6-е и 10-е место соответственно, поэтому и так вряд ли могли составить конкуренцию нашим девушкам. Начнем с того, что при детальном разборе протоколов видно, американский арбитр не сильно занизил оценки Валиевой по сравнению с получившимися усредненными значениями. Он посчитал, что Камила накатала на 171,8 балла произвольной. Дал жару критическим сомнениям канадский судья, он оценил прокат всего на 161,27. Отклонение от мнения коллег больше чем 10 баллов, чем не повод собраться комиссии Александра Лакерника. Обществу давно был анонсирован инструмент наказания подобного волюнтаризма, только на практике Международный союз конькобежцев ИСУ им почти не пользуется. В другую крайность перешла российский судья Наталья Китаева. Она выдала Валиевой 180,1, на самом деле, немногим больше, чем арбитры из других стран. Шведы остановились на 175,61 балла, финны – на 177,29. Швейцарский судья Нина Бехоф выдала аванс 179,88 балла.
Если оценки Валиевой нестандартно высокие, то почему мы видим такое единение в анализе проката от судей со всего мира? Может, всем, помимо канадки Янис Хантер, Болеро действительно понравилось? В технике есть разночтения. Например, эстонский судья ставит за четверной Сальхов только 0 баллов, а финский — 4. Но в целом, отбрасывая Канаду, мнение плюс-минус равное. За аксель жестко снизили все. Каскад четверного тулупа с тройным вышел не идеальным, но заслуживающим своих Гоя. Надбавки за каскад тулуп плюс Ойлер плюс Сальхов, наоборот, даже возмутили российский сегмент интернета. Балл с небольшим за сложнейший набор элементов во второй половине проката – это несерьезно. Урманов не видит в Болеро Валиевой никакого смысла. Предъявлять за тройные прыжки Валиевой также особо не за что. Хороший Лутц, Флип и Ридбергер, что еще нужно, чтобы Камила чувствовала себя в своей тарелке? Пока что именно эмоции мешают ей побеждать. Поскольку в Финляндии выступление было дебютным на взрослом международном уровне, а Валиеву принято называть человеком минус старт, то и чистого исполнения программы от нее не особо ожидалось. Но она сдюжила, хоть и в угоду лучшей техники немного меньше обычного восхищала в плане хореографии и артистизма. Внутренние ощущения подкрепляются цифрами. По компонентам Туктамышева обыграла Валиеву, что стало главным откровением турнира в СП. В то же время олимпийский чемпион Алексей Урманов уверен, что даже полученные оценки явно высокие, подобный прокат не идет на мировой рекорд. «Я вообще ничего не понял из того, что показала Камила. Мне не сильно понравилось», — сказал Урманов в интервью. Есть техническая составляющая, по которой Камила действительно хороша. А есть и другая творческая составляющая. У нас же все-таки должно все вместе складываться в какое-то единое целое, разве нет? И оценивается выступление комплексно, не только за прыжки. Урманов уже не в первый раз нападает на Болеро Камилы. Ровно год назад Алексей говорит примерно те же самые слова. Судя по всему, по мнению экс-фигуриста, а ныне тренера, за год Валиева не показала какого-либо прогресса. Что касается ее технического арсенала, то она показала 3 четверных прыжка, продолжает Урманов. Это очень здорово, хорошо. Но не одними же четверными жить. Что касается программы, я не очень понял, что хотела показать Валиева. О чем вообще шла речь? Тут поймите, мы же видели очень много уже программ, очень много фигуристов, которые также катались под Болеро. Но получалось это у них гораздо лучше. Здесь я не совсем понял, какую идею хотели преподнести Камила и ее тренеры. Испанский танец действительно стал уже притчей во языцах для фигурного катания, и вариация от Валиевой не самая лучшая. Но разве заслуживает она столь резкой критики?